Иностранный жених и невеста могут заключить свой брак на территории Турции. Если они представители одной и той же страны, то у них есть два варианта. Либо зарегистрировать свой брак в консульстве своей страны, либо обратиться в турецкую службу регистрации брака. Ну а если жених и невеста представители разных стран, то единственный вариант для них – это обратиться в турецкую службу регистрации брака. Турецкая служба регистрации брака принимает заявления от иностранцев, но есть такое условие: если кандидаты не владеют турецким языком, то необходимо на этапе подачи заявления, а также во время самой церемонии бракосочетания обязательное присутствие профессионального переводчика. Для того, чтобы подать заявление, необходимо собрать документы. Документы я список полный предоставляю в описании под этим видео. Вы можете почитать. Я бы хотела с вами поговорить лишь о том документе, о котором многие спрашивают. Это отчет о состоянии здоровья. Наши подписчики интересуются, зачем он нужен и вообще где его взять. Отчет о состоянии здоровья – это очень полезная вещь. Она является обязательным условием как для турецких граждан, так и для иностранцев. Прежде чем вступить в брак, супруги должны быть в курсе того, какие есть друг у друга заболевания, возможно, передающиеся половым путем и так далее. Также смотрят анализ на средиземноморскую анемию, возможно, какие-то анализы по несовместимости крови супругов и так далее. То есть супруги вступают в брак, зная о состоянии здоровья друг друга. Я считаю, что это очень неплохая идея. И получить такой отчет можно в любой государственной больнице или в поликлинике. Вам всего лишь нужно будет сказать, что вы хотите получить evlenme sağlık raporu. Так он называется по-турецки. Для того, чтобы оформить брак на территории Турции, вам не нужен вид на жительство. Вы можете заключить свой брак во время своего легального пребывания в стране. То есть, если вы находитесь в Турции по визе, то церемония вашего бракосочетания должна быть в те даты, пока ваша виза еще не истекла, и она действительна. Если вы представитель той страны, которая имеет право безвизового въезда на территорию Турции, то вы должны удостовериться, что вы поженитесь до того момента, как закончится ваш официальный легальный срок пребывания в стране. Ну и если у вас есть вид на жительство, то тоже удостоверьтесь, что он не истек и его срок действия продолжается. После того, как супруги зарегистрируют брак, если это не произошло в консульстве, они могут оповестить консульство своей страны о новом семейном статусе. Также супруги могут заключить брачный договор на территории Турции. При заключении брачного договора они вольны выбрать национальное законодательство, на основании которого будет заключен брачный контракт. Это может быть законодательство их страны. Если супруги из разных стран, то законодательство какой-то из этих стран, или же соответственно, турецкое законодательство. И наши специалисты, адвокаты нашего юридического бюро как раз-таки рекомендуют, если вы планируете проживать на территории Турции, а также если вы планируете приобретать совместно нажитое имущество, активы в браке, то использовать лучше в брачном контракте именно турецкое законодательство. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить больше интересных видео и советов для экспатов. Всего вам доброго и до встречи в следующих роликах.